Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку обращений через ManyChat в CRM-систему Bittrex24 в качестве лидов. Это нужно для того, чтобы в автоматическом режиме передавать все ваши обращения через ManyChat в другие системы. Например, вы можете создавать новые лиды в CRM-системе Bittrex24, удобно хранить, обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо указать систему источника данных ManyChat. На этом этапе вам необходимо указать действие «Получить данные». Теперь необходимо создать виртуальный аккаунт ManyChat в системе Apex Drive. При необходимости вы можете дать ему название. Если в этом нужды нет, просто кликаем «Сохранить». После того, как виртуальный аккаунт создан, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите URL для приема данных, на который будут приходить все ваши обращения из ManyChat. Вам необходимо его скопировать и перейти к настройкам секвенции. Далее необходимо выбрать нужную автоматизацию и секвенцию и добавить новое действие Actions. Укажите, после какого шага должно срабатывать это действие, и перейдите к его настройке. В настройке действия вам необходимо добавить Action External Request. В поле Request URL вам необходимо вставить скопированную ссылку в системе Apex Drive. Далее необходимо перейти на вкладку Body и добавить все возможные поля, которые только может передавать ManyChat. После того, как вы это сделали, вам необходимо сгенерировать новые тестовые данные или кликнуть по кнопке Test the Request. После успешного теста кликаем Save и возвращаемся в систему Apex Drive, чтобы продолжить настройку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите данные, которые были сгенерированы в системе ManyChat. Если вас все устраивает, кликаем «Продолжить». На этом настройка источника данных ManyChat успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных указываем Bittrex24. Далее необходимо указать действие. Если вы хотите, чтобы при каждом новом обращении в ManyChat создавались лиды, выбираем действие «Отправка лидов». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Bittrex24 к системе Apex Drive. Для начала необходимо указать тип установки вашего Bittrex – облачная или коробочная версия, указать страну регистрации вашего Bittrex, а также прописать домен портала. Для этого переходим в личный кабинет Bittrex24. Для начала необходимо установить приложение Apex Drive в ваш Bittrex24. После успешной установки необходимо скопировать домен портала из адресной строки без дополнительных символов. На этом этапе вам необходимо указать логин и пароль пользователя Bittrex с правами, которые необходимы для работы с выбранной сущностью, в данном случае с лидами. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо указать статус, в котором будут создаваться новые лиды на основании данных из ManyChat. Далее необходимо заполнить поля Bittrex24 переменными из ManyChat. Для того, чтобы добавить переменную, кликните в поле и выберите ее из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете использовать не только переменные из выпадающего списка, но и прописывать значения вручную.
Когда все необходимые переменные назначены в поля Bittrex24, опускаемся вниз страницы и кликаем «Продолжить». Теперь вы видите данные, которые будут отправляться в Bittrex24 при каждом новом обращении из ManyChat. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликните «Отправить тестовые данные в Bittrex24». После успешной отправки переходим в Bittrex24 и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных Bittrex24 успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!